Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами вяжем вот такой вот шопер из мотивов. Так, для работы нам понадобится 3 моточка вот такой вот пряжи карамель 2 миллиметра, то есть один моточек вот этой светлой пряжи карамель бэби ваниль и 2 моточка карамель бэби, цвет у меня корица. Заказать вот такую вот пряжу можно на сайте пряжа центра РФ. Ссылку оставлю в описании под данным видео. По моему промокоду будет действовать скидка 10%. Так, как вязать вот такой вот мотив шахматка крючком? У меня есть подробное видео, подробный мастер-класс. Ссылку опять же оставлю в описании под данным видео. Как соединять мотивы, у меня тоже есть подробное видео. Там я рассказала, как я соединяю 2 мотива между собой и как 4 соединяются между собой. Так, для такого шопера мне понадобилось 13 мотивов. Размер одного мотива 14,5 сантиметров на 14,5. Сам шопер получается вот в таком вот виде. Ширина 40 сантиметров и длина до выступающего края тоже 40 сантиметров. Так, смотрите, соединяла мотивы вот по такой вот схеме. То есть здесь они соединяются между собой. Потом вот эти края мы скрепляем. Вот здесь хорошо видно, да? И вот эту вот часть соединяем потом с вот этой. Ну, то есть, я думаю, саму схемку я тоже прикреплю в описании. То есть, вы сможете посмотреть. Именно для такого необходимо нам 13 мотивов. Итак, а сейчас я вам покажу, как мы будем обвязывать наш шопер, да, и формировать ручки. Итак, соединение мотивов я делала цветом, шнурочком цвета корица, то есть здесь по желанию. Но если вы захотите все обвязывать светлым шнуром и делать именно ручку и обвязку самого шопера тоже светлым цветом, то тогда необходимо будет 3 моточка, но только один моток это цвет корица и 2 моточка это цвета ваниль. Вот все, что у меня осталось от цвета ваниль. Все, больше он нам в работе не понадобится. Обвязывать я буду соединительными столбиками. И причем сначала вот эту внутреннюю часть вот здесь и здесь мы пропускаем, а делаем обвязку вот этих 2 частей, одновременно формируя ручки. То есть все сейчас покажу и расскажу. Это мой вариант. Вы же, конечно, можете их обвязать так, как пожелаете сами, либо сделать так, как это делаю я. Так. Смотрите, это боковая часть у нас. Да, вот это перед, 2 уголочка. Так, начинаем обвязку вот на этом мотиве. То есть это у нас боковая часть. Так, хвостик потом спрячем. Просто соединительными петельками. Идем, захватывая верхнюю полупетлю. Просто делаем вот такие соединительные столбики. Идем до вот этого нашего углубления. Я сейчас покажу, как я там буду провязывать. Так, смотрите,
доходим до вот этого нашего углубления. И здесь что мы делаем? Вот у нас получается 3 петельки, которые надо захватить. Раз, вот это, которая посерединке, и вот это третья. Таким образом, чтобы на крючке было 4 петли. Смотрите. Первую захватываем. Еще на этом мотиве захватываем серединку и начало нового мотива. Вот 4 петельки у нас на крючке, да, и все 4. Вот четвертый мы протягиваем 3 предыдущие. И далее снова мы идем просто соединительной петлей, соединительными столбиками. Когда буду делать второй ряд, там немножко по-другому будет здесь, вот именно в этих углублениях, скажем так. Покажу, как буду делать я. Так, идем, идем. Прям вот до этой верхушки. И отсюда сразу мы начнем вязать ручки. Так, смотрите, вот наша верхушка, да, где у нас 2 воздушные петельки мы провязывали. То есть верхушка у нас было это 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. Соединительная петля и в первую воздушную петельку, и во вторую. Вот таким вот образом, да. И сейчас набираем, для ручек я набираю 75 воздушных петель. Вы смотрите, как вам. То есть вы можете набрать эти воздушные петельки, присоединить к следующему мотиву и померить. То есть как вам будет, удобно ли, ну, как бы надевать этот шопер. Да? Для меня 75 вполне достаточно. Так, набираем 75 воздушных петель. Раз. Так, 75 воздушных петелек я набрала. Так, смотрите, вот наш уголочек, да, присоединяем вот сюда. Тоже соединительной петелькой. Вот наша ручка. Так, и далее снова до следующего нашего углубления мы просто вяжем соединительными столбиками. Так, вяжем. Еще раз покажу, как мы будем провязывать именно наше углубление. И далее вторую ручку самостоятельно провяжете. Итак, смотрите, дошли до вот этого нашего углубления, да, и теперь вот у нас эта петелька, эту мы провязали. Остается нам провязать последнюю на этом мотиве, вот это вот посерединке наше соединение, и первая петелька вот здесь. То есть захватываем все вместе. Так, протягиваем здесь одну петлю, вот здесь как-то глубоко, вот так вот как-нибудь красиво. Вот так. И первая петелька вот здесь. Все, 4 петли на крючке, и четвертый протягиваем 3 предыдущие. И далее снова идем к верхушке, да, и на верхушке мы опять же формируем вторую ручку, набираем 75 воздушных петель. И подходим к началу обвязки. Далее покажу, как будем вязать второй ряд обвязки. Итак, первый ряд обвязки я провязала. Вот здесь начало нашей обвязки, вот мой хвостик, потом я его спрячу. Да, смотрите, теперь вяжем второй ряд обвязки. Снова соединительные петельки, да, как такового перехода здесь у меня не будет. То есть вот моя первая петля, я, закончив первый ряд, сразу же продолжаю второй ряд. Просто за верхнюю полупетлю нашей предыдущего ряда вяжу соединительные столбики, да?
Сейчас еще раз просто покажу. Сейчас второй и последующие ряды вот здесь вот в уголках немножко по-другому провязываем. То есть идем до этого уголка. Так, смотрите, вот наш уголок. Здесь что мы делаем? Захватываем вот эту петельку. Так, вот здесь, видите, у нас соединение было вот этих, сколько там, 3 петелек. Вот эту вот мы не трогаем, а сразу захватываем вот сюда. Вот. 3 петельки на крючке, и теперь третью протягиваем через 2. И далее снова провязываем соединительные столбики. Вот как оно получается. Очень удобно складывается. Это же уголки нашей сумки. Далее идем с соединительными столбиками до ручки. И покажу, как будем обвязывать нашу сформировавшуюся ручку. Так, смотрите, вот эти наши воздушные петли, да, которые мы набирали для ручки. И вот на уголочках здесь вот как раз переход на ручку. То есть мы здесь снова эти петельки провяжем вместе. Сюда вытянули петельку. Вот 3 петли на крючке и третьей провязываем 2 предыдущие. Это на уголках. То же самое мы сделаем, когда полностью провяжем вот эту ручку. Смотрите, ручку, опять же, мы за одну полупетлю провязываем соединительными столбиками. Мы потом еще будем делать внутри здесь обвязку, поэтому ручка у нас еще мы будем за вот эту полупетлю потом провязывать. Ну, я это уже дальше покажу. Полностью по всей ручке идем соединительными столбиками. Еще раз покажу, когда будем спускаться и как будем провязывать в уголках. Так, обвязали нашу ручку, да, и смотрите, опять же, вот здесь вот на уголочке. Вот эти 2 петельки мы провязываем вместе. Одна как бы идет она от ручки, да, а другая уже от мотива. Вот так 3 петли на крючке и третий провязываем 2 предыдущие. Следуем снова соединительными столбиками до вот этого углубления. Еще раз покажу, как я это делаю. Так, вот наши боковинки сумки, да, или уголочки. Так, смотрите, захватываем вот эту петельку, да. Вот здесь, где было соединение этих 3, мы не трогаем. Вот эту, то есть мы пропускаем, да, и вот эту вот захватываем. 3 петли на крючке, третьей провязываем 2 предыдущие. Все. И далее соединительными столбиками двигаемся к нашей второй ручке и проделываем то же самое, как я вам показывала. То есть на уголках 2 петельки провязываем вместе. Это у меня будет второй ряд. Я еще провяжу 3 и 4 по такому же принципу. То есть в уголочках буду делать точно так же, как вот сейчас вам второй раз показывала. И здесь, где при поворотах на ручку, тоже 2 петельки, вот они явно видно, что это поворотик, да, мы тоже будем провязывать вместе. Итак, 3 и 4 ряд обвязки мы делаем аналогичным образом, как мы провязывали второй ряд. Вот мы сейчас вяжем 3 ряд, вот это наша боковушка, наше углубление. Смотрите, еще раз покажу. Захватываем петельку, вот эту, то есть они у нас как полосочки вот такие идут. Во втором ряду, в первом ряду мы пропускаем и захватываем следующую петельку. Третий провязываем 2 предыдущие, и снова у нас получается как бы такая полосочка, да, которая прекрасно помогает ложиться как бы этому уголочку. Вот как получается при складывании сумочка. Вот таким образом, доходя до ручки, опять же,
Еще раз скажу, что вот тут сразу видно, как формируется уголочек. То есть вот эти две петельки мы соединительной петлей провяжем вместе. То есть я еще вяжу, это у меня идет третий ряд, еще свяжу четвертый. И далее перейду на внутреннюю обвязку. Итак, по внешнему кругу, вот видно, я связала 4 ряда. Раз, два, три, 4. Вот здесь видно, где я начинала. Видите, вводила новую петельку. Так, хвостик я уже обрезала. Сейчас покажу, как я закрываю ряд. Так, вот эту петельку вытягиваем. Следующую мы как бы пропускаем и через одну вот так вот формируем искусственную петельку, да, то есть вот так вот протянули. И с изнаночной стороны берем крючок и вот сюда этот хвостик. Так, делаем петельку такую же, как и все предыдущие петли. Вот, смотрите, не видно никакого перехода. Далее вот этот хвостик, один и второй, где-то начало, вот это, где мы закончили, мы спрячем. Все, это по наружному кругу. Сейчас я расскажу, как я буду вязать внутри. Уже вот здесь внутри я связала. Смотрите, внутри я буду вязать 2 ряда. То есть здесь я провязала, чтобы посмотреть, как оно получается. Смотрите, как идеально ручка, да, как идеально вот эти вот наши уголочки. То есть шопер идеально складывается. И ну, вот так вот выглядит сумочка. С этой стороны у меня еще нет обвязки. Вот, эта сторона не обвязана, то есть сейчас я покажу, как надо будет обвязывать именно внутри. Внутри я обвязывала 2 рядочка. То есть то же самое мы будем соединительными петельками, соединительными столбиками. Берем за полупетлю. Вот, внутри сейчас делаем обвязку. Хвостик здесь не ввязывается. И вот таким вот образом соединительными столбиками. Это у нас идет первый ряд. Сейчас вот здесь в углублении тоже сделаем то же самое, как мы делали в первом ряду, когда наши боковинки, углы наши боковые обвязывали. Итак, смотрите. У нас раз, два, три вот эти петельки. То есть сейчас все соединим. Берем здесь одну петельку. Здесь вот как-нибудь так глубоко нырните. И со следующего мотива. Вот 4 петельки на крючке. И четвертую протягиваем в 3 предыдущих. И далее идем соединительными столбиками. То есть идем далее. Когда дойдем до ручки, я расскажу, как я здесь формирую далее ручку. Так, смотрите, теперь дошли до нашей ручки. И видите, как вот здесь за счет вот этих убавлений, что мы делали, ручка идеально лежит. То есть вот такие вот протяжечки. Смотрите, как внутри это делаем. Захватываем опять же одну петельку с мотива и одну петельку с ручки. Вот это у нас, ну, это протяжка, это не петля. То есть это растянулась так петелька, когда мы ручку формировали. То есть берем здесь петлю, вот эту протяжку пропускаем и одну петельку уже на ручке. 3 петли на крючке, третью протягиваем в 2 предыдущие. И вот у нас вот такой вот формируется, как бы вот эти полосочки дают идеальное положение нашей ручки. И далее за вот эти петли по всей ручке, опять же, соединительными столбиками. Идем. И еще раз покажу, когда довяжем соединительные столбики по всей ручке, снова как переходить на сумку. Итак, смотрите, провязали
по периметру соединительными столбиками всю ручку. И теперь на уголочке, когда спускаемся, опять же, одну петельку на ручке, вот эта протяжечка, мы ее не трогаем, и одну петельку уже на мотиве. Да, 3 петли на крючке, третью пропускаем через 2 предыдущие. И двигаемся вот сюда к началу. Еще раз покажу, как второй ряд мы делаем. И все, здесь внутри у нас будет только 2 рядочка. Двигаемся вот к началу этой обвязки. Итак, первый ряд внутренней обвязки все у меня готов. Далее просто вот продолжаю вязать. То есть это у меня уже идет второй ряд. Ряды здесь не закрываем. Я уже об этом говорила. Так, подходим к нашей серединке. Так, и вот здесь, смотрите, захватываем вот эту петельку, вот эту вот протяжечку мы пропускаем, и следующую 3 петли на крючке, третью через 2 предыдущие протянули. Все, далее соединительными столбиками снова двигаемся к ручке. Вот так вот оно получается посерединке. По такому же принципу вяжу, как и вот здесь, как и боковушки. Смотрите, как идеально получились боковушки. Они легко складываются и имеют вот такой вот вид. Так, двигаюсь к ручке. Еще раз покажу, как здесь буду делать переход. Так, смотрите, второй ряд внутренней обвязки ручки. Захватываем вот эту петельку. Вот здесь у нас мы провязывали 2 вместе. Ее мы пропускаем. И следующую. 3 петли на крючке, третью через 2 предыдущие. Все, и далее то же самое. То есть мы провяжем ручку, то же самое сделаем с обратной стороны. И вот здесь вот закроем этот ряд. Как закрывать, я вам показывала. Все, то есть внутренняя обвязка всего 2 рядочка. Далее по желанию пришиваете кнопочку. Я, скорее всего, ее буду пришивать. Вот, и покажу готовую сумку.